И добавлю пару слов о инновации архитектурной, которую мы здесь совершили. А именно, вскрыли потолок. Раньше это был такой, знаете ли, металлический, тонкий, подвесной, синий и порядком износившийся настил из ламелей. Мы долго думали, что делать, денег особых не было, чтобы его заменить на новый. Ну и давно хотелось, на самом деле, прорваться в небо. Вот за этим потолком уже небо, все, там больше нет музея, там крыша наша великая, знаменитая, крыша мира, на которую никому нельзя подниматься. Так случился этот проект. Ну, это отдельная боль потом когда-нибудь, что выразительная, мощная, потрясающая площадка двух сторон над площадью мира не была в процессе проектирования музея Ленина осознана как мощный ресурс этого вертикального города. Мы время от времени туда вводим гостей по очень эксклюзивному маршруту, иногда зрителей, но он пока не приспособлен, этот выход. Но мы рвемся туда. Мы рвемся в небо. Это смысл, наверное, искусства, если не сказать культуры, или человека. Человек – существо вертикальное. Рожденный ползать, летать не может, говорил один буревестник революции. Шаг за шагом, год за годом мы шли к этой мысли, пробуя. Впервые, кстати, мы вскрыли потолок в нашем черном ящике в Музее революции. И там мы увидели эти мощные балки и осознали, что мы там даже не покрасили в первозданном виде, просто почищенном, этот грубый бетон. Здесь мы долго думали, что делать. Во-первых, открыли, получили мощные кессонные переходы. Там балки где-то высотой 1,20 м даже встречаются, главные мощные балки с пролетом, причем диким, там 12 метров. И это, конечно, работа конструкции, которую нужно сказать зрителю, с одной стороны. А с другой стороны, в этом честность музея, честность пространства. Поскольку вот эти вот подвесные потолки, когда ты имеешь такие гигантские вертикали, мощные горизонтали, скажем так, по площади, это поднимает ввысь даже в том очень низкобюджетном исполнении. Потому что мы демонтировали потолок с большими трудами, почти невозможное сделали, во всех сложных условиях существования современного, так сказать, процесса госбюджетного, и просто покрасили. Но смотрите, что ведь за этим стоит сегодняшний мощный тренд в современной архитектуре, особенно культурной, музейной. Сегодняшняя архитектура, особенно в этой стадии редевелопмента, так сказать, когда берется за какие-то бывшие заброшенные промышленные здания или старые какие-то жилые, даже культурные клубы. Сегодняшний архитектор научился ценить наслоение прошлого. И доходит это до радикального. Вообще все, что дошло до сегодняшнего дня, становится ценностью. Даже, может быть, этому всего 30, 40, 50 лет. Ну, музею немного лет, 30 всего, да, с небольшим. Но мы, в общем, в том же замечательном сегодняшнем, не знаю, актуальном тренде находимся в работе с памятью музея, памятью здания, памятью архитектуры. Если вы смотритесь во все эти балки, вы увидите очень неровные, бетонные, цементные, какие-то железяки из него еще торчат. Это неплохо, это хорошо, должен вас предупредить. В этом даже какая-то новая эстетика. Эстетика искусства памяти. Когда все может войти во время, да, войти в процесс, ну, нельзя говорить устаревания, да, но в процесс вот исторический, что ли. И вот такими способами мы вас, во-первых, возвращаем в 1987 год, когда строилось это здание, показываем, с другой стороны, мощные силовые конструкции, которые держат это огромное небо, скажем так, да, потолок, гигантские пролеты здесь, это очень редкая история. И с третьей стороны у вас возникает совершенно нетипичное ощущение какой-то и брутальности одновременно, и достоверности, вот то слово. Но почему красный? Мы решили все-таки здесь подыграть нашей платформе, которая уже несколько лет такая активная, интенсивно красная. И всем это нравится, кто бы с какими установками сюда не заходил. Мы решили как бы в зеркале отразить этот красный цвет от платформ. И этот зал, он как бы перетекает в платформу визуально даже в каких-то местах. И тут разные объяснения. С другой стороны, красное – это корневое слово для имени города, Красноярский. С другой стороны, бывший музей революции, а в чем-то внутренний и настоящий, да, музей революции, он тоже с красным цветом. Ну, в России, в русской культуре слово «красное» – это и красота. И вот под этим красным небом, под небом в стране багровых туч, как я иногда вспоминаю, и развернулся наш сегодняшний новый проект, и мы теперь будем жить, творить и верить.